Пастухи увидели на вершине высокой скалы черную кобылу по имени Белла. Она стояла прямо у края обрыва и совсем не двигалась. Сначала люди подумали, что лошадь испугалась или случайно потерялась. Однако прошел один день, затем второй, а Белла продолжала стоять на том же месте, не делая ни шага в сторону. Она почти ничего не ела и не пила. Иногда кобыла тихо ржала, пристально глядя вниз, в серую пропасть под скалой. От этих звуков людям становилось не по себе. Никто не мог понять, почему животное ведет себя настолько странно. За несколько дней до этого 68-летний владелец ранчо Сэмюэл отправился на прогулку в горы верхом на лошади. Он прекрасно знал местные тропы и много раз проходил по ним даже во время плохой погоды. Рядом с ним, как обычно, находилась его любимая кобыла, Белла, спокойная, умная и очень преданная. Но в тот день все произошло неожиданно. Когда они ехали по узкой каменной тропе, часть скалы внезапно обрушилась вниз. Земля буквально исчезла у них из-под ног. Белла успела отскочить назад, а Сэмюэл потерял равновесие и сорвался вниз вместе с падающими камнями. Его падение остановил узкий выступ, расположенный глубоко под скалой. Мужчина остался жив, однако получил серьезные травмы и оказался прижат тяжелым валуном. Самостоятельно выбраться он не мог. Наверху Белла металась возле края обрыва и громко ржала, но помочь хозяину была бессильна. Когда Сэмюэл не вернулся домой, его семья сразу начала беспокоиться. На поиски отправились спасатели, добровольцы и местные жители. Люди обследовали леса, ущелья и старые тропы, однако никаких следов мужчины обнаружить не удавалось. Многие замечали Беллу на вершине скалы. Некоторые пытались подойти к ней, увести или покормить, но кобыла отказывалась уходить. Она лишь смотрела вниз и тихо ржала. Спасатели решили, что животное просто ждет возвращения хозяина. На третий день поисков капитан спасательной группы просматривал записи, сделанные дроном. В какой-то момент он заметил странную деталь. Белла все время смотрела в одну и ту же точку под скалой. Она не просто стояла неподвижно. Казалось, будто кобыла пытается показать людям нужное место. Тогда спасатели приняли решение обследовать обрыв. Вертолет поднялся над скалой, а один из спасателей начал спускаться вниз на тросе. Потоки воздуха были настолько сильными, что Беллу едва не сбило с ног. Но даже тогда она не отошла от края. Позже спасатель рассказывал, что когда он оказался рядом с кобылой, она дрожала от усталости, но все равно продолжала смотреть вниз. Спустившись еще ниже, мужчина наконец увидел Сэмюэла. Тот лежал на узком каменном выступе почти без сознания. Он был сильно истощен, страдал от обезвоживания и едва мог разговаривать. Все это время его удерживал от падения большой камень, за который зацепилась одежда. Когда спасатели добрались до него, Сэмюэл с трудом прошептал: «Я все это время слышал Беллу, слышал ее голос сверху и понимал, что меня ищут». Мужчину осторожно подняли наверх и доставили в больницу. Позже врачи сообщили, что еще одна ночь на скале могла стоить ему жизни. А Белла, которая почти 3 суток не отходила от края обрыва, наконец позволила людям увести себя. Она была полностью обессилена, но, увидев хозяина живым, спокойно опустила голову ему на плечо. Даже опытные спасатели не смогли скрыть своих эмоций. Эта история быстро распространилась по всей округе. Люди еще долго обсуждали поступок Беллы и задавались вопросом, сколько же преданности и силы может быть в сердце животного. Если бы кобыла ушла со скалы хотя бы на несколько часов, Сэмюэла, возможно, так и не нашли бы. Белла стала для него единственной надеждой, живым ориентиром среди камней и густого тумана. Иногда животные чувствуют и понимают гораздо больше, чем люди способны объяснить словами.